В одном из прошлых роликов мы изготавливали разделочные доски из паркета, ссылка на них справа в подсказках. Так как это были первые наши торцевые разделочные доски такого плана, при склеивании у нас возникла проблема. Не имея трубных и корпусных струбцин, мы все склеивали при помощи F-образных. Но эта идея не увенчалась успехом, так как при стягивании не хватало усилия и склеиваемые пакеты начинали смещаться относительно друг друга. И это могло нарушить рисунок на будущей доске. Немного поразмыслив, мы решили сделать простое и необычное приспособление для склейки из подручных средств – фанеры и пластиковой трубы. Это мастерская D&T, и мы расскажем, как это делали. Вы спросите, почему именно из пластиковой трубы и фанеры? Ну, во-первых, потому что именно в таком исполнении мы его видели на просторах Ютуба. А во-вторых, потому что фанеры у нас много, да и кусок пластиковой трубы в частном доме найти не составит труда. К тому же труба особенного большого диаметра очень хорошая поверочная плоскость. Она ровная и ее не так просто согнуть. Да и клей к ней совсем не пристает. Прям идеальный вариант для подобных самоделок. Для быстроты будем их изготавливать при помощи ЧПУ станка. Но это не обязательно, тут вполне хватило бы и лобзика. Быстро накидаем УП для фанерных деталей самоделки, их на каждой подставке будет по 4. И в каждой детали будет отверстие для трубы выше ее середины. Только в крайних они будут почти в размер с трубой, для жесткости их фиксации. А во внутренних отверстия будут на пару миллиметров больше, для свободного перемещения элементов по трубе. Это будет нужно для того, чтобы регулировать их по длине сжимаемого изделия. Чтобы не терять времени, пока мы с вами разговариваем, наш станок уже начал вырезать фанерные детали. Кстати, фанеру мы использовали двух размеров: 20 мм крайние и 15 мм внутренние детали. Для удобства мы ускорим этот процесс. После вырезания достаем наши детали. Далее нужно снять с них ворс и немного прошкурить. Сделаем это орбитальной шлифмашиной. Не забываем использовать в паре с машинкой пылесос для меньшего образования пыли вокруг рабочей зоны. Наждачку будем использовать со 120 зерном. Когда все наши детальки отшлифованы, нужно снять фаску для более удобной эксплуатации нашей самоделки. Поможет нам в этом кромочный фрезер с фасонной фрезой под 45 градусов. Выставляем на фрезере буквально пару миллиметров и проходим вокруг детали. Следующий этап в принципе можно и не делать, но мы для себя решили, что ради визуала и эстетического удовольствия покрасим все фанерки тонирующей пропиткой цвета палисандр. Поддержите нас лайком, если также считаете, что себя любимых нельзя обделять. Для начала нужно хорошенько перемешать содержимое банки. Это нужно для того, чтобы поднять со дна основной красящий пигмент, так как он со временем оседает и сверху остается полупрозрачная жидкость. Затем для удобства перельем небольшое количество пропитки в маленькую емкость и при помощи кисти нанесем пропитку на все фанерные заготовки. Но сильно усердствовать не будем, покроем только в один слой, чтобы защитить изделие от температурных перепадов. По окончанию покраски у нас получаются такие красивые заготовки. Когда высохнут наши фанерки, соберем все до кучи и приступим к тестированию нашей самоделки. Для этого мы имитируем склеиваемый щит все тем же паркетом, который пойдет для разделочных досок. Укладываем 6 плашек на трубу, сводим внутренние фанерки к нашему щиту. Как мы видим, они свободно это делают.
Берем все те же струбцины, которыми мы пытались до этого склеивать, и стягиваем наш щит вместе с фанерками. Из-за того, что у них сверху большие бортики, это способствует сжатию. После довольно сильного сжатия щит почти не выгнуло, но для полного теста возьмем еще 2 дубовые плашки, обмотаем обыкновенным скотчем для того, чтобы защитить от склеивания щит с проставками. Напишите в комментарии, кто еще знал про лайфхак со скотчем для того, чтобы защитить ваймы, струбцины или, как в нашем случае, деревянные проставки. Достаточно на их поверхность наклеить полоску обыкновенного канцелярского скотча, и клей больше не будет прилипать к такой поверхности. Положим их с обеих сторон щита, а парой струбцин с каждой стороны прижмем эти проставки. Теперь точно щит никуда не денется. Вот такая интересная и необычная самоделка у нас получилась. Напишите в комментариях, что вы думаете о данном изделии. Нам это приспособление очень понравилось. Из-за того, что для его изготовления были использованы простые и распространенные материалы, можно сказать, склеили его из того, что было, грубо говоря, из отходов. А польза от него большая. На их изготовление было потрачено около часа времени, не считая покраски. Зато по итогу мы сэкономили гораздо больше времени. Благодаря этим подставкам процесс склеивания щитов для досок теперь пойдет в разы быстрее и на порядок качественней, потому что с ней даже обыкновенные быстрозажимные струбцины стали лучше стягивать без опасения о съезжании заготовки. Если вам был интересен данный ролик, то поддержите нас лайком, а также подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики на канале. С вами была мастерская D&T, всем пока!